Все серьезные. Я думаю, проходных схваток не будет. Хочу себя проверить с более мощными, с более сильными, чтобы потом ни о чем не жалеть и не говорить, почему я проиграл. Акцент только на правую руку. Ну, я думаю, это будет намного интереснее, чем было когда-то. Этот турнир задал такой жар в мире армрестлинга, что все туда хлынулись толпой просто. Сегодня мы поговорим с осетинским рукоборцем Заурбеком Хаодовым о его подготовке к очередному турниру в Чеченской Республике. А также порассуждаем, что такое репутация спортсмена. Должен ли он, добившись высоких титулов, тщательно выбирать турниры, на которых он может участвовать, с оглядкой на то, что он может проиграть и потерять свою репутацию и любовь публики. В мире армрестлинга наступило такое время, когда почти каждый месяц нас радует топ-событием. Уже совсем скоро, в декабре, нас ждет очередной турнир в Грозном. Я уверен, что этот турнир будет самым зрелищным и непредсказуемым, так как Федерация армрестлинга России разрешила всем спортсменам участвовать в любых турнирах. Мы должны друг друга поддерживать, да? Потому что мы одна семья, и прощать друг друга, если вдруг кто-то там совершил ошибки, то есть не рубить с плеча. И на турнир приедут все желающие, кому организаторы дадут добро. Представляете, какая конкуренция ожидает спортсменов? Мы решили поинтересоваться у Заурбека Хаодова, как проходит его подготовка. И не пугает ли его конкуренция? Всех приветствую. В общем, подготовка идет отлично. Все по плану. Планирую выступать 95+. Соперники все серьезные у меня там. Вернее, я у них в гостях, скорее всего, чем они у меня. Так что все серьезные. Я думаю, проходных схваток не будет. Но это еще добавляет больше интереса мне. Хочу себя проверить с более мощными, с более сильными. И мотивации больше, настроя больше. А там как будет, так будет. Ну, в принципе, от результата я не расстроюсь. Главное хорошо подойти, хорошо восстановиться, чтобы потом ни о чем не жалеть и не говорить, почему я проиграл. Вот так вот. Левую тренирую, да, конечно, надо тренировать левую, несмотря на то, что там только правая, но левую тренирую, но все-таки так чисто, за между прочим. Более акцент в правой руке, она у меня рабочая, намного техничнее, более лучше себя чувствую за столом правой рукой, поэтому акцент только на правую руку. После отмены дисквалификации, конечно, много людей будет, участников, будет большая конкуренция. Нет, она меня не пугает, ни в коем случае, наоборот, так должно было быть давно, потому что все хотят побороться на турнире, все хотят себя проверить. До этого были ограничения, и я всегда говорил, что это неправильно. Спортсмен должен выступать там, где он хочет, где ему интересно, а не там, где ему сказали. Так что, наконец-таки, справедливость восторжествовала, и все будут бороться со всеми. И не будет ни у кого вопросов там, в этой лиге там столько-то людей, вот он с ним поборолся, с ним не поборолся, типа. Все будет ясно, стол все будет показывать. И для спортсменов, и для зрителей, я думаю, это будет намного интереснее, чем было когда-то. Так что, это больше мотивации вообще, в принципе, потому что армрестлинг развивается, и мы вот сейчас это видим. Этот турнир задал такой жар в спорте, в мире армрестлинга, что все туда хлынулись толпой просто. Там, как и должно быть, там хорошие призы. Как, люди, которые организовывают это, делают это безвозмездно. И сами видите результат налицо. Они сейчас уже 3-й раз будут проводить этот турнир. И это только к лучшему.
Это только развивает армрестлинг. Я думаю, это только начало. Так что будем болеть за это, чтобы армрестлинг развивался, была мотивация для всех, финансовая, конкурентная. Так что будем за это все болеть. А здесь апелляция, если на руку бы сделал бы апелляцию, не отрыв локтя, а на руку, апелляцию сделали бы, а так вы 1000 рублей оставили. Ну, хрен с ним, с 1000 рублями. Смотри на меня. Чем 1000? Дело не в том, что 1000 рублей. Вы фонд мира еще сделаете, 1 000 000 рублей. Тут дело в другом, борьба. Вы правильно сделали апелляцию, но только не на то сделали апелляцию. Так надо было подсказать. На судья. что? Я еще буду подсказывать вам. Приходите ко мне на тренировку, я вас научу. Друзья, мне некоторые пишут, что я зря решил участвовать в Кубке России, где с треском проиграл. Говорят, что, Руслан, ты стал чемпионом мира. И в твоем возрасте этот результат был бы логическим завершением твоей карьеры. А проигрыш на Кубке повлияет на твою репутацию и любовь публики. Я так не считаю. Вспомните Майка Тайсона. Сколько бы он ни проигрывал, его поклонники все равно с нетерпением ждали его боев. Чемпионат России, Кубок России – это соревнования, где собираются лучшие. А мне хочется бороться с лучшими. И я буду бороться, получая от этого удовольствие, даже невзирая на результат. Мне уже нечего никому доказывать. Кстати, есть тут люди, кто еще верит в меня. Давайте огорчим скептиков и накидаем грандмастеру донатов. А я постараюсь порадовать своих поклонников в феврале на чемпионате России. Поддержать меня можно по номеру телефона, который привязан к карте. 8 920 177 55 61. На этом все, друзья. Пишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайк, если понравился ролик. И обязательно поделитесь этим видео у себя на страничке. Это важно. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинатуллин Руслан. Давай, молодец!